Итак, в целом, я думаю, будет интересным так разобрать сложность прям Рапчера, потому что есть ролик Летима, на который я буду ориентироваться, где, соответственно, есть сравнение версий. Ну и буду прям тут показывать. Соответственно, у нас первый клик есть. По сути, в нем, как и в рейтнутой версии, можно ориентироваться на этот Air Decor, на начало стрелочки, и по ощущениям как-то пытаться рассчитывать себе прыжок. Если ты его проходишь на рейтнутой версии, то очень вероятно ты и тут на нем будешь конс. Но это ФП. В рейтнутой версии это не ФП. В целом на первом парте тут дальше нет никаких изменений. Все дальше находится. Второй баф это у нас вот этот шип. По сути, если вы проходите этот синий орб бафером, то вы в любом случае тут не будете умирать. Но если вы будете нажимать позже, то, естественно, вы можете так умереть. Я, наверное, даже буду систематизировать все нерфы в этом уровне и, соответственно, давать им оценку от бесполезных через очень слабо влияющих до очень сильно влияющих. Примерно так. Этот нерф, он абсолютно бесполезный, потому что здесь ты можешь проходить это бафер кликом. Твой куб падает сюда. Мне не очень понятен смысл. Нет, ну, если ты нажимаешь вручную на этом блоке прям, что я не представляю, как делать, то, конечно, это будет для тебя весомый нерф. Вот этот нерф, он слабо влияющий. Ну, то есть, ты можешь ощутить его, но в целом этот клик все так же проходится достаточно легко. Вот эта структура уже интереснее гораздо. Тут можно это проходить каким-то таким способом, но здесь тебе нужно делать 3 клика супер быстрых. Как будто здесь гораздо легче делать сначала клик, как ты залетаешь в портал, и потом уже дабл-клик с последним кликом зажатия. Дальше вейв без изменений. Вот, кстати, было бы очень круто, если бы Дольфи вот это вот исправил, потому что этот транзишн, в нем, ну, вы видите. Вот этот клик, он гораздо тяжелее ощущается, чем в рейтнутом Рапчере. Это ФПшка на 60 FPS. Кстати, я так и не обозначил вейв предыдущий. Предыдущий вейв, ну, пусть будет слабо влияющим. Он влияет, он становится сложнее, но не настолько сильно. Там так и так вейв не самый простой. Этот же клик я запишу в сильно влияющие, потому что в рейтнутой версии этот Розворп абсолютно легкий. На нем умирать можно, ну, разве что по глупости. Ну и есть этот кораблик. В чем его фишка? В этих шипах. Тут их, в принципе, всего 6. Но, по сути, влияет сильно лишь этот шип на геймплей. И причем достаточно сильно. Это все еще достаточно проходимо и, на самом деле, не особо сильно отличается от рейтнутой версии. Но я запишу, наверное, его в слабо влияющие. Вот этот клик. Здесь присутствует данный шип. И это не то, чтобы очень сильно усложняет, буду честен, геймплей, но запишу его в слабо влияющий. Это не бесполезный нерф, но не сильно прибавляет сложности. А вот я только что проскочил еще один нерф. В нерфнутой версии он меньше, соответственно. И в рейтнутой версии об него невозможно фактически умереть, если ты натренил это. В анерфит версии же, ну, иногда совсем я умирал об него, но это происходило настолько редко, что я не думаю, что это стоит учитывать всерьез. Бесполезный нерф, по сути. Вот этот клик, он также был нерфнут в рейд-версии. Не очень прикольно на таком транзишене умирать. Да, это очень редко происходит, но все же могу признать такое. В общем, запишу его в слабо влияющее. И самое смешное, это вот это отжатие. Это 120 FPS Frame Perfect. Это самое тяжелое и нестабильное место в этом уровне, вполне справедливо. Так что я его запишу в сильно влияющее, причем, если бы я это делал в формате level тира, то он бы у меня был вообще в самом верху без вариантов. Вот этот клик. Он тоже нерфнут в рейтнутой версии, причем очень ощутимо. В рейтнутой версии, если ты натренил это, то ты вряд ли будешь там умирать. А здесь это Frame Perfect на 60 FPS, так что
принципе, очень хороший нерф и заслуженный. Это очень сильно влияет, соответственно, он записывается у нас в тир сильно влияющих. Дальше, по факту, этому больше нет никаких нерфов, так что переходим к синему парту. Здесь у нас вот этот клик нерфнут в рейднутой версии. Я даже не знаю, как можно сказать. Он и в рейднутой-то версии иногда может бесить. Тут тоже. Очень сложно сказать. Я не ощутил его прям очень сильно. Но разница явно есть, так что я его запишу, пожалуй, в слабо влияющие. Вот этот робот. В нем не то чтобы сильно отодвинуты шипы, если судить по видеолитимам, но оно очень сильно ощущается. Возможно, это просто у меня на рейтнутом рапчере были такие паттерны, что они притык в притык были, но оно прям очень сильно ощущается. И из-за этого приходится прям делать мини-клики, чего не приходилось делать на рейднутом рапчере. Я запишу это все же, наверное, в слабо влияющие нерфы. Оно сложнее делает, но это не является чокпоинтом. Просто по сравнению с рейднутым рапчером это не очень привычно. Вот здесь этот шип, ну я не буду комментировать, что он пододвинут. Это имеет плюс-минус 0 смысла, разве что эстетический. Но я все равно не очень понимаю. Вот здесь транзишн максимально убогий, в отличие от рейднутого рапчера. Это очень сильно влияющий на самом деле нерф, но даже не из-за сложности, а скорее из-за играбельности. Потому что здесь тебе приходится влетать в верхнюю половину этого портала. Иначе тебя заспавнит в этих блоках, и ты, соответственно, погибнешь. Но справедливости ради, на моем конте это особо не отразилось, поэтому я его все же запишу в сильно влияющее. Но лишь потому, что так играбельнее. Вот этот клик был очень сильно нерфнут, но при этом он все равно ощущается невероятно легким в нерфит версии, поэтому я дам этому скорее слабо влияющий, ну правда. Ну и вот этот вот кораблик, он на самом деле для меня субъективно ощущался очень сильно, этот нерф, потому что я в рейднутой версии привык чуть-чуть сверху влетать в этот пролет, и на нерфной версии из-за этого я умирал на прогрессах очень много первое время, но в принципе, я его запишу скорее в слабо ощущаемые. Так-то это правда не особо сложно. Ну, тут дальше ничего нету, логично. В целом, если по сложности говорить, то я имею хардестом этот же самый рапчер. А теперь нерфит рапчер, поэтому я не считаю, что мое мнение претендует на что-либо. Однако, все же я считаю, что нерфит рапчер, он примерно где-то, ну, выше Раста и ниже Crimson Planet соответственно. Некоторые друзья, которые у меня играли, говорили, что либо это вообще Cognition Difficult, либо что это легче Раста. Тут уже не знаю. В принципе, по разбору сложностей, я думаю, я закончил, поэтому теперь сама победная попытка. Есть! Я верифнул! Что? Есть! Да!
Я вилифнул это! Что? Да, за это он и... Что? Что? Не надо, я не люблю, когда он такой. Не